Всем привет! Это «Показывает не Москва» – программа о жизни российских регионов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете, почему падают в обморок акушеры из Татарстана, как Z-патриоты гонят на войну котов, какой срок дали первому осужденному по Баймакскому делу, на кого Путин свалил вину за отключение электроэнергии. И все-таки можно или нельзя бить жену, если та не слушается? Жителям нескольких российских регионов будут давать свет по расписанию. Причина – масштабный сбой на Ростовской атомной электростанции, где отключился один из энергоблоков. В итоге без света остались Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский край. Там были обесточены жилые дома, магазины, общественный транспорт. При этом температура на улице достигала 40 градусов. В Краснодаре отключились более чем 100 подстанций, не работает 150 светофоров и не ходит общественный транспорт. Электроэнергии не хватает и в аннексированном Крыму, где тоже стоит жаркая погода. Из-за отсутствия электричества на улицах Севастополя тоже встал электротранспорт, а на дорогах из-за неработающих светофоров образовались огромные пробки. Гениальное объяснение нехватки электроэнергии дал Владимир Путин. Он возложил ответственность на майнеров криптовалюты, которые активно эту энергию потребляют. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий систем ЖКХ конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними. Очевидно, если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты просто столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии. А перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу. Видно, насколько непросто Путину дается вся эта непонятная терминология. Но чего только не зачитаешь с суфлера, чтобы не пришлось открыто признаваться. Да просто все оборудование настолько изношенное, что постоянно выходит из строя и еще будет выходить. И, конечно, в такой ситуации кто-то из начальства просто обязан был призвать народ затянуть пояса. Мэр Невинномысска Миненков предложил всем недовольным отключениями брать пример с жителей белгородского города Шебекино, который находится под постоянными обстрелами, да и вообще вспомнить героическое прошлое. Давайте вспомним сложные времена, когда бабушки наши свечи и спички копили в мешках, в сенцах. И когда за столом бабушка говорила, чтобы не было войны, мы тогда не понимали и не слышали. Сегодня нужно держать удар. О сегодняшней войне и о том, кто ее начал, Миненков, разумеется, не сказал ни слова. Но патриотические речи для него не в новинку. В январе Миненков назвал «любовь» основной программой развития города. А для повышения уровня рождаемости он предлагал мужчинам подкрасться к своим женщинам, которые должны тупо рожать. Знаете, таким призывом хочется, может быть, и к мужчинам. Почему бы нет, Невинномысску, да? Взять сегодня вечером к своей любимой там подкраться и ровно через 9 месяцев, говоря, под конец 24 года родить не 700 человек, а там 10 тысяч. Кажется, тут есть противоречие. С одной стороны, нужно затянуть пояса, а с другой рожать побольше. Получается, что мэр Миненков предлагает плодить нищету. Впрочем, для окопов сгодится. Между тем, в роддоме города Зеленодольск, что недалеко от Казани, уже более 10 лет не работают кондиционеры. Поэтому врачи и медсестры регулярно получают тепловой удар. Тут до 40 градусов температура бывает. Когда вот эти лампы еще греют, еще жарче. И вот отсюда я периодически оттаскиваю врачей, акушеров, которые падают в обмороки. Когда ребенок, мы не можем, естественно, проветривание открывать. И поэтому, как достаточно жарко, солнечная сторона весь день. Мы стоим, во-первых, одетые стерильные. Халаты стерильные, никуда. Тут не отойдешь вообще никуда. Поэтому и врачи падают, и сестры падают. Всем плохо. Душно. Главврач Центральной районной больницы заявил, что закупкой необходимого оборудования уже занялись. Но победитель аукциона определится только к августу. Потом нужно ждать поставки аппаратуры и ее монтажа. Так что этим летом кондиционеров в Зеленодольском роддоме, скорее всего, не дождутся. В
то же время чиновники борются с абортами, призывают рожать как можно больше детей и улучшать демографию. И в начальственной логике противоречий здесь как раз нет. Главное ведь результат – ребенок. А в каких условиях он появится на свет, борцам за демографию наплевать. Да хоть в сарае. Между тем, имам из Татарстана объяснил, как правильно наказывать жену, если она что-то делает не так. Инструкцию опубликовало государственное агентство «Татаринформ». Тимур Камаев посоветовал начать с увещевания женщины. А если более покладистой она не становится, можно перейти к разделению спального ложа, то есть отказать ей в сексе. Если же и этот метод не подействует, в ход может пойти побивание. При этом имам уточнил, что его нужно отличать от избивания. Это якобы совершенно разные вещи. И к битью следует подходить осознанно. Есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульман, да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку: остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. После громкого резонанса Татаринформ удалил ролик с Ютуба, а на следующий день выпустил заявление, в котором говорилось, что журналисты вырвали слова имама из контекста. Агентство утверждало, что Камаев, наоборот, подчеркивал, что рукоприкладство – это грех, и призывал не замалчивать проблему. Но скандал не утихал, и Татаринформ выпустил еще одно заявление под заголовком «Мы считаем насилие неприемлемым в любой религии». В нем говорилось, что Камаев несколько раз повторил, что избивать жену нельзя ни в коем случае, и все вопросы в семье нужно решать без физического насилия. В Духовном управлении мусульман Татарстана призвали ознакомиться с полной версией видеоролика. Там признали, что ислам поощряет воспитательные меры по отношению к женщине, но слово «побивать» следует якобы понимать не буквально, а в значении «разрывать связь». Можно сколько угодно рассуждать о том, как следует правильно толковать Коран, к слову, написанный в VII веке. Понятно, что попытки приладить средневековые представления о семье к реалиям 21-го столетия часто выглядят нелепо. Однако для нынешней России это вполне закономерный тренд. В стране до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и, судя по всему, в ближайшие годы принят не будет. Власти ведь выгодно иметь покладистых подданных, которых в случае чего можно и побить. И очень удобно, если такое воспитание начинается с семьи. Из человека, которого регулярно унижают и бьют, очень легко сделать послушным, правильно голосующим, верящим любой ахинее и готового отправиться на бессмысленную войну, если велит начальство. Тем временем в Татарстане прошел 12-часовой телемарафон вербовки на фронт. Доброе утро, дорогие телезрители! В прямом эфире телеканалов «Татарстан. Новый век» и ТНВ «Планета» начинается телемарафон «Вступай в армию Победы». Кроме чиновников, жители республики убеждали умереть за Путина уже действующие участники так называемой СВО – военные врачи, бабушки и дети-волонтеры. Ведущие дегустировали сухие пайки, показывали репортажи из зоны боевых действий и рассказывали, как заключить контракт с Минобороны. Напомню, что выплаты за это в Татарстане – одни из самых высоких в России. Кроме того, власти обещают по 100 тысяч рублей тем, кто уговорит подписать контракт своего знакомого. Впрочем, конечно же, не в деньгах дело. Новоиспеченными контрактниками движут исключительно высокие чувства. Уверенным шагом и с твердым решением защищать родину молодой человек направляется в сторону военкомата. Он отправляется в зону проведения специальной военной операции. 36-летний заинец принял решение подписать контракт на военную службу. Кстати, выплаты раненым и родственникам убитых на фронте за год могли составить до 3 триллионов рублей. Это 1,5% российского ВВП в этом году или 8,2% всех расходов федерального бюджета в прошлом. Общее число людей, прошедших через войну, может быть больше миллиона. Это примерно 1,3% рабочей силы страны. О том, сколько школ, больниц, жилья и дорог можно было бы построить на эти триллионы, лучше не думать.
Одним из самых ярких моментов телемарафона стал показ боевых котов, которых отправляют на фронт. 2 несчастных животных даже привезли в студию. Глава военно-патриотического клуба сообщил, что в прошлом году отправил на так называемую СВО 4 котят от своей кошки, а к осени готовит новую партию. Местные коты бойцам, оказывается, не подходят, потому что попробовали человечины. Во-первых, она успокаивает солдат нервную систему, во-вторых, теплые, родной из Татарстана для своих ребят вот присылаешь. А донецкие коты, они тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, а там, вы сами знаете, очень много погибших бойцов. Вообще-то кошатник ненароком сболтнул лишнее, так что тянет на дискредитацию армии. Велики, получается, потери России в этой войне, и даже тела убирать некому. Вот и бродят коты-людоеды среди неприбранных тел. Но большинство комментаторов возмутило не это, а жестокое обращение с животными. Люди с таким трудом и риском для жизни эвакуируют оттуда животных, спасают, лечат, проходят через такие трудности, а это существо туда животных отправляет. Во время салюта в мирном городе коты лезут под диван, на люстру, сутки не едят и не выходят. Вы серьезно на всю страну с умилением вещаете, как домашних котов под бомбежкой отправляете? Осталось только дождаться, когда жителям Татарстана будет также жалко не только котов, но и людей, которые гибнут в Украине. Памятник погибшим во Второй мировой войне в Новгородской области сделали из пластика вместо обещанной бронзы, а одну из памятных табличек установили на шампурах. При этом потратили на мемориальный комплекс в Старой Руссе 23 миллиона рублей. Депутат Новгородской думы Анна Черепанова, которая изучила проектную документацию, не скрывала негодования. Могу констатировать, воинский мемориал в Старой Руссе – это сплошная халтура и оскорбление памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, чудовищная девальвация подвига народа и аморальное освоение бюджетов, дискредитация государства. К слову, мемориал был открыт на том месте, где захоронены 30 тысяч советских солдат и офицеров. Российские власти очень любят говорить о значимости Великой Отечественной войны, но даже отдать дань памяти погибшим не могут по-человечески, не разворовав бюджетные деньги и не выпив по этому поводу на банкете. Шампуры, видимо, остались как раз оттуда. Против белгородской волонтерки Надин Гейслер, помогавшей украинским беженцам, возбудили новое уголовное дело. Теперь ее обвиняют в содействии террористической деятельности. С февраля этого года волонтерка находится в СИЗО по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. По версии российских спецслужб, она занималась спонсированием ВСУ. Сама девушка вину не признала. До начала войны в Украине Гейслер занималась зоозащитой, а после российского вторжения стала помогать украинским беженцам. Она давала им ночлег у себя на съемной квартире, возила еду и лекарства на оккупированной территории, а также помогала вывозить оттуда людей, сидящих под обстрелами. Находясь в СИЗО, Надин не раз жаловалась на здоровье и условия содержания. Несмотря на то, что глаза горят и болят, закрывать мне их нельзя, иначе снова сочтут за сон, а следовательно карцер. Я вынуждена сидеть и всеми способами тормошить себя, чтобы не закрыть глаза. Мы заперты в камере без намека на сквозняк или проветривание, даже без прогулок с 14 марта. Несколько месяцев я терпела это состояние, больше не могу. 3 месяца жалоб на острую боль, недели с температурой. У вас все ок, отклонений нет, или терпите. А потом что? Ой, тромб, мы все ни при чем? То есть те, кто закидывает бомбами соседнюю страну, это освободители, а девушка, которая спасала людей от этих бомб, террористка. В нынешней логике российского государства только так и никак иначе. Впрочем, российские власти ищут террористов не только среди волонтеров, но и среди мигрантов. В Томской области с ноября этого года они не смогут работать в целом ряде отраслей – в сфере питания, такси, торговли, подборе персонала, гостиничном и ресторанном бизнесе. Также мигрантам нельзя будет устроиться на охранные предприятия, в образовательные, культурные и спортивные учреждения. По словам губернатора Мазура, решение было принято на антитеррористической комиссии, якобы чтобы улучшить кадровый потенциал экономики за счет отечественных специалистов. Правда, эксперты считают, что губернатор лукавит. На ваш взгляд, насколько это полезно для России с экономической точки зрения?
Ну, вопрос полезности для России с экономической точки зрения, по-моему, это последняя идея, которая приходит в голову российским чиновникам. Потому что сейчас какие-то совершенно другие идеи. Надо как бы утолить раздражение населения, которое и так находится в зависимом состоянии, и к всякого рода трудовым мигрантам относятся крайне недоброжелательно. Поэтому местные власти, которые находятся к населению близко, они стараются себя обезопасить и играют с этим настроением населения, делая и вводя какие-то запреты. Это понятно почему. Это ничего не решит, это создаст кучу проблем самим же местным жителям, потому что, к сожалению, для них Россия жить без мигрантов трудовых не может. Потребность в трудовых мигрантах в России настолько высока, что российские работодатели ищут их даже в Африке. По данным проекта HeadHunter, в первом полугодии число вакансий от российских компаний в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве в 15 раз, в Камеруне и Замбии в 9 и 8 раз соответственно. Также российские работодатели открывают вакансии для сотрудников из Малави, Сьерра-Леоне, Габона и Центральноафриканской Республики. Африканцы нанимаются как на профессии, не требующие высокой квалификации, так и на руководящие должности. В России действительно жуткий дефицит рабочих рук. У нас уровень безработицы какой-то совершенно, я бы сказал, болезненный. 2,7% – это катастрофа. Это значит, никакого производства нового создавать нельзя, никакого импортозамещения. Мы очень много теряем, как рабочая сила уходит. Она уходит на войну, она уходит за рубеж. И, ну вот если так примерно прикинуть, то Россия потеряла, ну, примерно 1 миллион человек с рынка труда. И у нас уже даже правительственные чиновники говорят, что у нас, соответственно, в ближайшие годы, что называется, непокрываемый дефицит рабочих рук, ну, до 2,4. Вот ранее насчитало 4,8. Даже правительственные чиновники говорят, 2 миллиона 400 тысяч найти не можем. Судя по комментариям в телеграм-канале томского губернатора, а их около 500, многие его борьбу с мигрантами поддержали. Включили голову. Браво, наконец-то дождались. Давно пора эти секты закрыть. Русским работать надо. Еще бы им семьи привозить сюда запретили. Но есть и те, кого репрессивные меры в отношении мигрантов не радуют. А это ваша антитеррористическая комиссия просчитала экономические и социальные последствия этого решения. Про то, что тысячи людей, которые на законных основаниях въехали в область, чтобы работать, платить налоги и обеспечивать свои семьи, лишили этой возможности, уж и не говорю. Томская область не единственный регион, принявший подобные меры в отношении мигрантов. По подсчетам проекта агентства, примерно в трети российских субъектах действуют для них различные ограничения. При этом работать в нишах, занимаемых приезжими, сами россияне просто не хотят. И вовсе не из-за отсутствия любви к труду, о которой говорит томский губернатор, а из-за низких зарплат и каторжных условий труда. Хотя, наверное, если строителям или маршрутчикам платить столько же, сколько контрактникам, отечественные специалисты в этих сферах появятся очень быстро. 5 лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках получил первый фигурант баймакского дела – башкирский фермер Ильшат Ульябаев. Он раскаялся и признал свою вину. Суд над ним проходил в Орске Оренбургской области. Адвокаты полагают, что власти намеренно решили рассматривать дело за пределами Башкортостана, чтобы исключить риски повторения массовых беспорядков, которые вспыхнули зимой в Баймаке. А зачем они газ применяют? Тогда как вы сделали вывод, что из-за газа стычки? Напомню, баймакское дело возникло из-за протестов против приговора башкирскому активисту Фаилю Алсынову. На него завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды из-за высказываний против золотодобычи в заповедных местах. Выступая на народном сходе, Алсынов употребил словосочетание «кара-халык», которое эксперты перевели как «черный люд», посчитав оскорбительными для армян, азербайджанцев и других народов, проживающих в республике. При том, что в башкирском языке эта фраза имеет и другое значение – «простой народ». Поддержать Алсынова во время суда пришли до 10 тысяч человек. И эта протестная акция стала самой массовой с начала Большой войны в Украине. Она закончилась столкновениями с полицией и арестами ее участников. Силы
Силовики, которые якобы пострадали от рук Ульябаева, в суде не появились, цитата, «ввиду чрезвычайной удаленности проживания». А показания тайных свидетелей под псевдонимами «Поэт», «Уран» и «Токарь» зачитал сам судья. Удивительно, что его самого не спрятали от обвиняемого за ширмой. В общей сложности по баймакскому делу преследуется около 90 человек, 71 находятся под стражей. Один человек скончался в автозаке после задержания, один впал в кому после избиения и еще один повесился из-за давления силовиков. Так, федеральный центр расправляется с активистами, которые пытаются бороться за права своих регионов. А 5 лет, которые дали Ильшату Ульябаеву, скорее всего, могут служить ориентиром, на какой срок Москва готова сажать людей, которые имеют смелость отстаивать свою региональную и национальную идентичность. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил раз и навсегда ограничить доступ детей в интернет. Он заявил, что уже обратился с такой инициативой к высшему руководству страны, потому что считает глобальную сеть угрозой для несовершеннолетних. Сегодня это страшная трагедия. Мы ее отчасти только на себе испытываем. Дети уходят с головой в интернет. Кто-то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порносайтов. Кто-то начинает переписываться не пойми с кем. Оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку. Все потом зачастую заканчивается развращением, растлением. Губернатор вспомнил времена СССР, в котором никакого интернета не было, и в порыве ностальгии заявил, что оставил бы только профессиональный и научный интернет в школах, тематических кружках и IT-клубах. Надо сказать, что идею карельского губернатора уже реализовали в другой счастливой стране, Северной Корее. Там вообще действует только полностью подцензурная национальная сеть, а глобальный интернет доступен только в отдельных помещениях, попасть в которые можно по специальному разрешению. Подобное, конечно, можно повторить и в России. Тогда никто не напишет пост об умственных способностях губернатора Уйбы и высшего руководства страны, к которому он обратился. Депутат Госдумы Кузнецов также призвал родителей отрывать детей от компьютерных игр и стрелялок и отправлять их в военно-патриотический лагерь «Ахмат», где подростков учат военному ремеслу, например, зачистке и подрыву вражеских позиций. Вышли, давай, вы, да, ушел! Граната. Давай. Очки одень! Очки одень! Привет, бэйби! Давай! Сейчас. Заходи! Особо радует депутата Кузнецова то, что в лагере царит дружба народов. Потому что национализм не лечится национализмом, а мы хотим передать страну детям, которые понимают и умеют сотрудничать друг с другом. Русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, алтайцы, чеченцы, буряты, русские евреи и русские немцы и все-все-все. Кузнецов добавил, что думает о встрече с молодежным крылом движения «Русич», которое вообще-то является неонацистским, а его лидер Алексей Мельчаков в этом смысле вполне прямолинеен. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Такое сотрудничество, конечно, гораздо лучше компьютерных стрелялок, которые могут научить излишней агрессии. То ли дело кричать «Зиг Хайль» или расстреливать условных бандеровцев. Жаль только, что никто не расскажет детям, что руки и ноги на настоящей войне им будет отрывать всерьез, а не понарошку. В Волгоградской области в водопроводной воде обнаружили червей-паразитов. Биологи идентифицировали выловленное создание как взрослую особь червя-волосатика, которого еще называют конский волос. По их мнению, угрозы для здоровья людей он не представляет. Проглотивший червя человек его просто переварит. Но почему он завелся в водопроводе – другой вопрос. Непонятно, откуда взялись взрослые волосатики в водопроводной воде, которая должна быть хлорирована. Не исключено, что где-то в водопроводе присутствует застойный водоем, расширитель, резервуар или широкий лежак со своей уже сложившейся экосистемой. Или сама инфраструктура подсасывает воду из какого-то открытого водоема, колодца, запруды или ручья.
А вот глава сельского поселения считает, что черви-волосатики в водопроводе – это фейк, направленный на дискредитацию власти. А те, кто об этом сообщает, сторонники либеральной оппозиции, а конкретно Алексея Навального. У них совсем другие ценности. Они в годовщину смерти Навального на стенах писали. Они не за президента. На общественных работах, уборках территорий мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому и придумывают всякое. Сейчас идет специальная военная операция. И это только на руку недоброжелателям. В общем, если кроме червей в воде вы вдруг заметили еще что-то нехорошее, ну, например, рейсовый автобус не ходит уже 3-й день, или на вашей улице 15 лет не могут установить фонари, знайте, вы либерал и враг России. Но есть и хорошие новости. В России удалось импортозаместить смываемую втулку для туалетной бумаги. Агентство ТАСС отмечает, что эта сложная технология разработана в стране впервые. Раньше в России использовались втулки от шведской компании Essity, которая производит туалетную бумагу Зева. Но в мае 2022 года европейские партнеры остановили поставки в Россию, а в июне 2023 Essity продала российский бизнес местной компании. Но Россия не сдается. Теперь у нас будет своя втулка, которую можно будет смыть. И согласитесь, иногда это очень хочется сделать с российским начальством. Это показывала не Москва, программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых любопытных и важных событий мы представим через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И жмите на колокольчик в описании, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. До встречи!